Порой самостоятельно справиться с круговертью навязчивых мыслей не всегда просто. Тем не менее, выход есть. Сегодня я поделюсь с вами несколькими упражнениями от экспертов. Вы можете выбрать для себя те из них, которые подойдут именно вам. Итак, начнем. Как остановить поток навязчивых мыслей, которые так или иначе отравляют нам жизнь? Мысли можно и нужно выразить. Когда мысли вновь попытаются взять над вами верх, перечислите их, советует гештальт-терапевт Нифонт Долгополов. Например, я все время думаю о том, что не успеваю выполнить работу к сроку. После того, как вы выразили мысли, попробуйте вспомнить ситуацию, когда у вас появились мысли и чувства, которые теперь не отпускают. Например, когда я брался за этот проект, у меня было опасение, что я не уложусь в намеченные сроки. Затем назовите самую сильную эмоцию. Например, я злюсь на себя за то, что вообще ввязался в эту историю. Максимально ярко выразить ее, усилив голосом, жестом и движением тела. Идея этого упражнения проста. Наши непроявленные чувства и неосуществленные действия становятся причиной бесконечного движения мыслей, объясняет эксперт. Как только мы сможем их выразить, круговорот прекратится. Как еще остановить поток мыслей? Можно направить внимание на дыхание. Дыхание также эффективно помогает отвлечься от надоедливых мыслей. Что для этого требуется сделать? Вам нужно сесть удобно и расслабиться. После закройте глаза, дышите спокойно и размеренно. Прислушайтесь к себе, к своему дыханию. Наблюдайте за своим телом, за тем, как движется грудная клетка, поднимается и опускается живот. В этот момент наше внимание сосредоточено на наших телесных ощущениях, поэтому дыхательные упражнения позволяют переключиться, а также снимают мышечное напряжение, сопроводящее беспокойство в мыслях, объясняет wellness-эксперт Лиля Савосина. Также можно записать то, что вы думаете. Возьмите бумагу и начните записывать все, что приходит в голову, не выбирая слов, не обращая внимания на орфографию, не редактируя себя. Обратите внимание на то, как меняется ваш почерк. Сначала он будет резкий и порывистый, но со временем начнет сглаживаться по мере того, как вам будет возвращаться утраченное равновесие. Это упражнение дает выход нашим переживаниям и сомнениям и позволяет взглянуть на них со стороны, поясняет психотерапевт Александр Орлов. Следующий совет. Вам нужно понять, кто говорит. Наедине с собой, в общении с другими людьми, мы находимся в одном из трех состояний нашего «я» – взрослый, родитель или ребенок. Мы оцениваем ситуацию и принимаем решения как взрослый, требуем или заботимся как родитель, капризничаем или подчиняемся как ребенок. Прокручивание в голове одних и тех же мыслей может быть понято как непрекращающийся внутренний диалог между этими состояниями нашего «я», объясняет доктор психологических наук, аналитик Вадим Петровский. Так, если наши мысли крутятся вокруг предполагаемой неудачи, скорее всего, это ваш родитель сурово критикует ребенка, предрекая ему, что тот опять не справится с задачей, добавляет эксперт. Решение заключается в том, чтобы вместо критикующего родителя заставить говорить родителя-наставника, который подсказывает, как поступить, поддерживает и говорит: «Верь в себя, ты сможешь», а не «у тебя снова ничего хорошего не получится». Такой подход помогает остановить поток негативных мыслей и перейти к конструктивному решению. Еще один очень важный совет. Задавайте себе вопросы. Зачастую мы переживаем не из-за реальных сложностей, а из-за надуманных, предполагаемых проблем. Если изменить реальность пока не удается, мы можем попытаться изменить наши мысли о ней, убеждена Кэти Байрон, американский психолог. Задайте себе 4 вопроса. Правда ли это? Могу ли я быть совершенно уверенным, что это правда? Какую реакцию вызывают во мне эти мысли? Кем бы я был без этих мыслей? К примеру, вы не знаете, как поступить, потому что предполагаете, что некто будет сердиться. Ответив на эти вопросы, вы обнаружите, что сердиться этот человек не будет, что вы себя в этом убедили, или поймете, что вам важно верить в его недовольство, чтобы оправдать свое бездействие, или что на самом деле это вы на него сердитесь.
В общем, вариантов может быть множество. Эта простая методика помогает осознать относительность наших убеждений, изменить угол зрения и увидеть другие, совсем неожиданные решения проблемы. Но что делать, если упражнения не помогают? Возможно, неотвязные мысли становятся столь интенсивными, что упражнения не приносят успокоения. Навязчивые мысли можно рассматривать как защитный механизм психики, который помогает нам справляться с пугающими, непредсказуемыми чувствами. И он часто возникает у тех, кто не умеет, не может или боится проявлять свои эмоции, объясняет психоаналитик Ксения Корбут. В таком случае мы пытаемся логически объяснить свои переживания, свести к чему-то однозначному, рациональному. А поскольку сделать это невозможно, мы повторяем свои объяснения как заклинания, не будучи в состоянии от них отвлечься. Если вы чувствуете, что ваши мысли становятся слишком интенсивными и вы не можете с ними справиться, стоит обратиться к специалисту, чтобы с его помощью соприкоснуться с миром своих эмоций и постараться их понять. На этом наше видео подходит к концу. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного.